Приветствую вас, друзья, в игре World of Sea Battle. Что же, давненько я не играл, собственно, январь, февраль, март. 3 месяца я не заходил в игру, сегодня уже на дворе апрель. Я не планировал возвращаться, не планировал заходить в игру, но увидел новость о том, что в игре стартовал весенний фестиваль. Вон, смотрите, сейчас игрок подберет янтарный сундук, и его можно будет атаковать, да? Якорь поднять! Высокое пробитие орудия, да, его можно атаковать. Так вот, начался весенний фестиваль в игре, поэтому я решил вернуться, и 2 недельки поиграть. Тем более мне за возвращение еще и дали дополнительную капитанскую печать, как раз на 2 недели. Перед тем, как говорить о том весеннем фестивале, который сейчас стартовал в игре, я об этом, конечно же, обязательно сниму видеоролик. Вообще, это опять-таки уникальная возможность в игре, которая бывает довольно-таки редко, наверное, где-то раз в 3, в 4, в 5 месяцев, да? Возможность заработать десятки миллионов. Сперва расскажу о том, собственно, что нового появилось в 2026 году в игре World of Sea Battle. Да, последнее обновление 19 я прочитал, там куча мелких доработок, исправление багов, недочетов, и всякая такая вот мелочевка, знаете, там что-то добавлено, что-то убавлено, там какие-то новые паруса. Это вы можете самостоятельно прочитать. Я лишь скажу о глобальных изменениях, которые тут произошли, которые для меня имеют существенное значение. Существенное значение. Так, сейчас посмотрим. Я просто плыву к форту. Да, он целый. Можно будет его долбать. Надеюсь, его никто не долбает. Нет, его никто не долбает, я его подолбаю. Так вот. Первое, что коснулось мне в глаза, изменения, это касательно борт-журнала. Я, кстати, в Стиме написал, в игре особо заняться нечем, вместо того, чтобы разработчики вводили что-то новое, новый контент, я не знаю, новую карту, задание, например, сюжетную какую-нибудь историю компании, как это сделано в Череп и Кости в игре, да, там интересно это играть, проходить эти задания. Они вместо этого, просто видоизменили журнал. Чуть-чуть его изменили, и он теперь просто выглядит по-другому. И у меня действительно складывается такое впечатление, что, знаете, игра World of Sea Battle была разработана, был фрилансовский заказ на разработку этой игры. Какая-то сторонняя компания разработала эту игру, потом передала хозяевам, и дальше хозяева просто монетизируют с помощью этой игры, зарабатывают и вносят какие-то мелкие исправления. А на что-то глобальное, на что-то масштабное они просто не способны. Чисто технически. Нет персонала, который мог бы технически увеличивать контент в игре. Поэтому все, что они делают, это какие-то мелкие исправления, косметика, балансировка, вот такие вот мелкие. И вот изменили журнал. В принципе, мне и старый журнал устраивал. Я, кстати, написал, 95% игроков вообще не заметят. Для них это не имеет значения, как журнал выглядит. Вот что-то какие-то тут рисунки добавили, да, не знаю. Меня и раньше все устраивало, какой он был журнал. Вот изменили. Ладно. Дальше. Добавили еще одно маленькое, такое незначительное нововведение в игре появилось. Это точки интереса. Точно не то, ради чего стоит возвращаться в эту игру, для тех, кто в нее до сих пор не играет. Смотрите, каждый регион, да, теперь, вот, в каждом регионе есть точка интереса, так называемое, необычное место, подплыв к которому можно узнать его историю и найти ценные предметы. Так как я не играл, у меня, видите, сейчас все тут по нулям, все пусто. Это имеется в виду, вот регион, да, вот я сейчас в каком регионе? Море конкистадоров. То есть вот путешествуя, плавая, вы находите какую-то точку интереса и что-то оттуда можете взять. Вот, собственно, и все.
Вы скажете, Роман, зачем это надо? Ну, для новых игроков, да, ну, наткнуться, что-то возьму. Вот такое мелкое нововведение. По орудиям, по оснащению, там что-то добавили, какие-то новые паруса, что-то такое, ну, мелкие, которые особо на геймплей игры особо не влияют, нововведения. Вот. И, ребятки, собственно, все. Вы думали, что-то тут такое существенное произошло? Нет, это все, ребятки, это все, что появилось за 3 месяца, которые я не играл. Ну, с декабря 2025 года. Вот за 3 месяца 2026 года это все, что здесь появилось. Все, больше ничего нет. И теперь относительно весеннего праздника, который сейчас настал. Так, я уже тут, честно, все подзабыл, как его включить. Сейчас разберемся. Рейтинг гильдии. Вот, события. Весенний фестиваль начался. Сегодня 5 апреля, я снимаю это видео. Вчера он начался, я пропустил 1 день. Сейчас буду заходить вот все эти дни с тем, чтобы получить как можно больше золотых рыбок. Я снимал видеоролик по хэллоуинскому ивенту, да, в ноябре 2025 года, и по новогоднему ивенту в конце декабря 2025 года. 2 видеоролика у меня, как заработать вот на этих ивентах. Поэтому, если кто-то вдруг, ну, не знаком со мной и не смотрел моих видеороликов, посмотрите те видеоролики, я в них многократно говорил, что это уникальная возможность заработать за короткий срок, ну вот за 2 недели, что проходит это мероприятие, десятки и десятки миллионов денег. Конечно же, снова я этой возможностью воспользуюсь, и все золотые рыбки я буду выставлять на аукцион, буду их все продавать. Но по этому ивенту я, наверное, опять-таки сниму видеоролик, который назову «Как заработать много денег» или там «Как разбогатеть на весеннем фестивале». 2 у меня видеоролика есть по хэллоуинскому и по новогоднему ивенту, и по весеннему я тоже сделаю. Просто я это сделаю, ну, наверное, уже на 2-й неделе. А сейчас те, кто смотрели мои видеоролики и смотрят по этой игре, я просто им дам понять, что снова такая возможность в игре есть. Заходите, если вы уже давно не играете в эту игру, фармите эти монетки, эти рыбки золотые, да, и продавайте. Вы за эти 2 недели заработаете, ну, 20 миллионов, может, 30 миллионов, продавая их, конечно же, другим игрокам. Якорь поднять! Ну вот, собственно, все. Вы думали, получится большой видеоролик, где я буду разглагольствовать о том, что нового появилось. А, ребятки, тут особо нового ничего не появилось. Ну, например, в отличие от того же, от той же игры Череп и Кости, да, где появились сезоны новые, там куча новых заданий, новых ивентов, мировые боссы, ну там масса всего появилось. Здесь вот все. Новый борт-журнал, точки интереса и весенний фестиваль. Все. Больше ничего в игре нового не появилось. Если вам этого недостаточно для того, чтобы заходить в игру, то нет смысла и возвращаться. Все паруса! Так, по мне уже лупят форт. У меня нанести 3000 урона форту. Я все-таки 2 недельки поиграю. Заработаю еще миллиончиков так 20-30. Ну и на этом закончу. Все. Благодарю за внимание. Коротенькое видео по игре World of Sea Battle. Ну, больше, ребятки, просто здесь снимать нечего. Ждите следующее видео по весеннему фестивалю. Зарабатывайте золотые рыбки, продавайте, богатейте. По весеннему фестивалю видеоролик выйдет через, наверное, недельку. Так что традиционно в конце 7 футов под килем и попутного ветра вам, капитаны. Всем пока, удачи. Закончил я снимать видеоролик, приплыл в порт для того, чтобы продать золотых рыбок. И, ребятки, разработчики подгадили, так подгадили. Не ожидал такой гадости. Ну, те, кто играют, наверное, смотрели видеоролики и говорили: Роман, рано радуешься. Да, ребятки, гадость, знаете, заключается в чем? В том, что вот этих золотых рыбок сейчас невозможно выставить на аукцион.
Вы помните, что в ноябре я продавал леденцы. В декабре что там были, какие предметы? За новогодний ивент тоже продавались. А эти умники, разработчики, ну не знаю, хозяева, вернее сказать, правильнее будет, а не разработчики. Хозяева игры сделали невозможность продавать ивентовые предметы, ну в данном случае золотых рыбок. Вот так вот. Ну, я не знаю, может, мои видеоролики посмотрели, я не знаю, с чем это связано, почему они убрали. Ну, да, уникальная возможность заработать большие деньги. Но, тем не менее, возможность осталась, только теперь она немножко геморройнее и связана будет с обменом этих рыбок на какие-то предметы. Ну, у меня здесь варианты боевые марки, вот они, боевые марки, да, потом эскуда и ключи от сундука. Или напрямую, вот за 13 рыбок 75 тысяч золота. Но это надо будет брать калькулятор, это надо будет высчитывать. Я, ребятки, отдельное видео этому посвящу. Ну, вот это все нафиг не нужно, все эти раскраски, это все ерундень полная, это точно нет. Корабль тоже 3-го ранга, ну, скорее всего, он будет хуже. Леопард, давайте, кстати, посмотрим, что там за леопард. Хотя, ребятки, это, конечно, все уже надо будет делать, я в отдельное видео сделаю по этому ивенту. Не вижу я здесь этого леопарда. Третий ранг. Третий ранг, а леопарда я не вижу. Или я слепой, или его здесь нет. Да. Ну, как смотреть, только вот здесь смотреть. Прочность, скорость, маневренность. Ну, не думаю, что он сильно лучше, чем остальные корабли 3-го ранга. Ну и больше тут фонарь. Ну нет, это все нет, все это нафиг не надо. Деньги играют большое значение. Я посмотрю по ценам. Ну вот говорю, либо марки, либо эскуда, либо ключи от сундука. Кстати, пиратские жетоны, по-моему, тоже убрали. Они же вроде были в продаже, если я не ошибаюсь. Может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, они были в продаже. Так, редкие ресурсы. Цены, кстати, смотрю. Ну, я не знаю, у меня где-то бумажка есть 3-месячной давности, где я все записывал, где что, сколько стоило. Сейчас где-то бумажку искать, наверное, я не найду. Поэтому, ну, трудно мне сказать, что с ценами. Вот, по-моему, ключи от сундука купить я продавал что-то в районе 40 тысяч. По-моему, ключики подорожали. Смотрите, 54. Надо будет все это посчитать. Эскуда. Не помню тоже, сколько они стоили в декабре. Марки. Ну, марки, по-моему, так и стоили. Может, чуть дешевле. Эскуда не помню. Фрагменты тоже. Вот ключи сундука, по-моему, я продавал что-то в районе 40 тысяч. Тоже не помню уже. В общем, вот теперь такая, ребятки, гадость, что ивентовые предметы продавать нельзя. Ну, ничего. Возможность заработать все равно осталась. Что здесь? Больше тут оружия тут нету никакого. Нет, ну, либо эскуда, либо боевые марки. Да, причем, кстати, лучше, конечно, поднакопить эти рыбки и брать оптом. То есть, например, ну вот на ключиках давайте посмотрим. Самое большее я могу взять 10 ключей. То есть, если я беру вот так вот, за один сундук 9, 10 это 90. А если оптом беру, то на 10 рыбок поменьше. Эскуда тоже, видите, здесь 1 к 1. А если я возьму 150, то это уже 120 рыбок. На 30 рыбок поменьше. То есть лучше оптом брать. Если эскуда брать еще больше, да, 1500, это 1000. То есть я сэкономлю 500 рыбок. Так что это вот так вот лучше делать. Ну ладно, давайте я это все сделаю по отдельному видеоролику, который будет посвящен весеннему
ивенту. Но вот заранее скажу, что такая вот гадость от хозяев данной игры: убрали возможность торговать ивентовыми предметами. Ну все, теперь уже точно прощаюсь. 7 футов под килем, попутного ветра, и всем удачи.